Увидев слезы на лице человека и горе в глазах собаки, ветеринар сделал именно то, что должен был сделать человеческий человек. Он остановился и услышал. Андрей Александрович еще не имел за плечами долгих лет практики, всего лишь несколько лет работы в районной ветеринарной клинике. Но за это короткое время он научился видеть не только симптомы болезни, но и людей, пришедших к нему с этими симптомами. Он знал, что для многих домашнее животное не просто питомец, это спутник, память о прошлом, опора и кровинка, которую больше некуда вложить. Он видел и радость, и испуг, и ту горечь, когда диагноз звучал как приговор. В тот холодный весенний день кабинет пахнул йодом и старой бумагой. Через маленькое окошко в двери просачивался серый свет, на пестрой мозаике пола плясал беспокойный свет лампы. В кресле у стола сидел пожилой мужчина, худой, в поношенном пальто, с руками, испещренными венами и старческими пятнами. Рядом с ним на полу лежала Найда, черно-рыжая дворняжка, шершавый мех которой кое-где выцветал до седины. Собака почти не шевелилась, глаза ее были полуприкрыты, дыхание прерывистым. Мужчина касался Найды тихими, почти священными прикосновениями, гладил ее по загривку, подставлял щеку, шептал бессвязные слова, будто разговаривал с человеком, а не с животным. Время от времени старик всхлипывал и отводил взгляд. Глаза его были влажными, но он сдерживался. Тишину кабинета нарушали только его вздохи и слабое, редкое постукивание капающей жидкости где-то в конце коридора. Андрей прошел по комнате, снял перчатки, и голос его был ровен, но внутри все сжималось от жалости. Диагноз был ясен. Серьезная бактериальная инфекция, начавшаяся несколько дней назад, дала осложнение. Без срочного и дорогостоящего лечения шансов на спасение почти не было. Медленно, мучительно, с мучениями. Вариант усыпления стоял как гуманная альтернатива – лишить собаку страданий, но отнять и жизнь, и последние дни близости ее с хозяином. Врач назвал варианты. Он слушал, как старик лихорадочно перебирает в памяти последние слабые улыбки Найды, как бормочет о потерях и о том, как эта собака — единственная живущая душа в его доме. Мужчина рассказал, что жена умерла несколько лет назад, сын уехал в другой город и редко звонит. Найда — единственный, кто каждое утро встречает его у двери и ложится у его ног по ночам. Она знает его проступки и тайны, она принимает его таким, какой он есть. Когда речь зашла о цене, цифры прозвучали как удар. Лечение, капельницы, антибиотики, анализы, возможная операция – все это оборачивалось суммой, которую старик не мог собрать. Он вынул из кармана несколько помятых купюр, сложил их на стол так, будто они могли изменить ход болезни, и опустил голову. Его лицо исказилось от безысходности. Он сказал: «Я смог собрать лишь на усыпление, пусть она не мучается». Андрей посмотрел на мужчину, и в этот момент врач почувствовал боль не только пациента, но и собственной совести. Он прожил детство в дворах, где соседские собаки были частью большой, простой жизни, и знал, что иногда справедливость в мире подменяется холодными экономическими реалиями. Ему захотелось сделать не просто профессиональную манипуляцию, а человеческий поступок. Он представил себе, как заведутся разговоры. Врач нарушил правила, воспользовался чувствами, добавил расход клиники. Но мысли о возможных осуждениях быстро отодвинулись, потому что перед ним стоял человек, у которого в руках были не деньги, а любовь. И та любовь была дороже любой бухгалтерии. «Дайте мне немного времени», — тихо сказал Андрей, и у мужчины появилась крошечная надежда, которую он сразу же схватил, как живительный глоток воды. В ту же ночь Андрей не спал. Он перебирал возможные схемы, позвонить знакомым поставщикам, найти недорогие аналоги препаратов, поменять план лечения так, чтобы сохранить эффективность и снизить расходы. Ему приходилось балансировать между медицинской необходимостью и скромными ресурсами клиники, шептаться с коллегами по электронной почте, просить отсрочки платежей и искать пожертвования в местных группах помощи животным.
Он писал список вещей, которые можно заменить, и тех, которые были действительно критичны. Наутро он пришел в клинику раньше обычного. Мужчина уже сидел у двери, и когда Андрей открыл кабинет, тот поднял голову, встретил взгляд врача и увидел не осуждение, а усталую доброту. «Я вылечу, найду», — сказал Андрей. «Не надо денег, я помогу за свой счет». Эти слова звенели в комнате, как некий договор о сожизни. Мужчина не мог сдержать рыданий. Он судорожно вцепился в перчатку Андрея, прижал лицо к шерсти Найды и плакал, как могли плакать только люди, у которых ничего больше нет. Также он целовал собаку, как будто передавал ей последние кусочки своей души. Лечение началось немедленно. Андрей разрабатывал схему. Интенсивная антибиотикотерапия, внутривенные капельницы для восстановления водно-электролитного баланса, противовоспалительные и дезинтоксикационные меры. Он объяснял мужику каждый шаг, какие будут анализы, когда ждать улучшения, какие признаки тревоги необходимо отслеживать. Старик слушал, иногда переспрашивал, но чаще молчал, держа лапу Найды в руках, как будто через это прикосновение ловил теплые вибрации жизни. Дни шли медленно и тяжело. Инфекция боролась изо всех сил, и иногда казалось, вот и что победа далека. Но Андрейкий был непреклонен. Он посещал клинику и днем, и ночью, менял медикаменты, корректировал дозировки, следил за анализами, искал оптимальные методы. Он звал на помощь фельдшера, который жил неподалеку и каждое утро приходил с термосом чая, договаривался с фармацевтом, чтобы тот отпуск и лекарства в рассрочку, искал доноров плазмы и совместных исследований, чтобы дать Найде шанс. Совсем рядом с ними, в узкой комнате ожидания, старик менял свое поведение. Если раньше выражение его лица было напряженно замкнутое, теперь в нем появлялась легкая улыбка, и он снова начинал шутить с братьями по дому, рассказывать короткие истории о молодости, о том, как когда-то работал на железной дороге, и как Найда спасла его от одиночества в последние годы. Эти истории были простыми и честными, и, что удивительно, часто вызывали ответное тепло у других людей, сидевших в коридоре. Кто-то приносил выпечку, кто-то оставлял пару бутылочек с раствором для капельниц, кто-то просто сидел рядом, держа руку на плечах. Через 7 дней произошел маленький, но бесконечно важный чудо-момент. Найда впервые поднялась на лапы и, шатаясь, сделала первый шаг. Ее хвост, который долгое время тяжело лежал, дрогнул и слабо замахал. Мужчина, стоявший рядом, закричал не от гнева, а от неожиданной радости. Он бросился на колени, и мелкие слезы нависли над его щеками, когда он обнимал собаку, которая вдруг вновь стала верной спутницей. Ветеринар наблюдал за сценой, и внутри у него забилось тепло. Он не думал о вознаграждении или славе. Ему было достаточно знать, что его руки и его решения дали еще несколько лет жизни этим двум, что они снова будут встречать друг друга по утрам, гулять по двору и класть голову на одно и то же старое одеяло. Найда быстро восстанавливалась. Капельницы и медикаменты сделали свое дело, а забота хозяина, его постоянное присутствие и любовь ускорили процесс. Через несколько недель она уже бегала по двору, преследуя тенистую бабочку и лающая на прохожих, как будто напоминая миру, что она снова жива и полна сил. Мужчина устраивал ей простые праздники, давал кусочек хлеба с маслом, гладил по бокам до тех пор, пока та не засыпала, рассказывал ей о прошедшем дне и говорил, что теперь они будут уже всегда вместе. Что же изменилось для Андрея Александровича? На первый взгляд, немного. Он сделал одну операцию, оплатил лекарства, несколько дней работал больше, чем должен. Но внутри его сердце расширилось. Он понял, что истинная суть его профессии — не только лечить, но и быть опорой для людей в их беде. Что иногда врач несет ответственность не только за здоровье животного, но и за душу хозяина. Что маленький акт доброты может распространить тепло далеко за пределы клиники. К нему приходили люди с рассказами. «Вы спасли не только собаку, вы вернули мне веру в людей». И эти слова звучали громче любых благодарностей.
Прошло несколько месяцев, Найда старела, как и положено всему живому, но теперь она проводила свои дни в комфорте и покое, а ее хозяин, который раньше тосковал по прошедшему, снова стал участвовать в жизни общества. Он начал ходить в местный кружок пенсионеров, где рассказывал о своих прогулках и смешных приключениях с собакой. Иногда он заходил к Андрею в клинику не по делу, а просто чтобы передать пару баночек меда или пирог, и в его глазах было спокойствие. Он знал цену человеческой доброты и старался возвращать ее чем мог. История Найды и ее хозяина быстро разошлась по району. Люди стали собираться у двери клиники, принося не только продукты, но и свои истории о потере и любви, о том, как животные изменили их жизнь. Некоторые стали обращаться к Андрею с просьбами о помощи для своих питомцев, и он отвечал как мог, иногда делая скидку, иногда беря оплату в виде рабочих часов или помощи в клинике, но всегда помня случай, когда одна капля доброты превратилась в море надежды. Годы спустя, когда Найда уже спокойно дремала на старом диване у камина, а ее хозяин по-прежнему сидел рядом, держа руку на ее теплой спине, Андрей иногда заходил в дом, чтобы принести мед или посмотреть, как идут дела. Они пили чай, говорили о жизни и молча наблюдали, как старик гладит собаку. Временами мужчина брал журнал и читал вслух отрывки, которые нравились им обоим, а Найда поднимала голову, как будто понимая каждое слово. Однажды вечером, в час, когда сумрак превращался в мягкую ночь, мужчина вышел на крыльцо, вдохнул запах мокрой земли и произнес: «Без тебя я бы пропал». И в его голосе не было ни капли сожаления о потерях прошлого, только благодарность за то, что он сумел сохранить то, что действительно важно. Для Андрея Александровича тот случай стал уроком. Деньги пусть и управляют многими процессами в мире, но не определяют ценность человеческой доброты. Он понимал, что мир несправедлив и жесток, но иногда он все же дает шанс, маленький проблеск света, который можно разжечь и делиться им. Его решение не стало предметом громких газетных заголовков. Оно вошло в более скромную летопись повседневной жизни. Старик, его собака и ветврач, который не посчитал нужным взвешивать человеческую боль на весах прибыли. Люди в округе вспоминали эту историю как пример того, что действительно важно – не богатство и не престиж, а умение видеть перед собой живое сердце и действовать. А в доме на краю улицы, где днем гуляла Найда, пока ряды домов стирались в сумерках, иногда можно было услышать тихий смех старика и мелодичное поскуливание собаки. И это звучало как музыка, которую нельзя купить за деньги.